Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать свою небольшую коллекцию сидельных тягачей марки КамАЗ в масштабе 1:43. И у меня в коллекции есть как старые модели от Elecon, так и более современные образцы из коробочек Автоистория. Также есть пару КамАЗов от Starscale Models. И тут я постарался собрать вам все сидельные тягачи КамАЗ, которые есть у меня. Правда, почему-то не нашел одной масштабной копии из коробочки «Наши грузовики». Это был сидельный тягач с кабиной голубого цвета. Возможно, я кому-то эту модель подарил, возможно, где-то она хранится, просто не удалось ее найти. И в комментариях вы можете написать, а какие КамАЗы есть у вас. Возможно, тоже сохранились старые модели от Elecon, возможно, вы перешли на коллекционирование машин от Автоистории, возможно, некоторые модели из журнальной серии. А также, возможно, вы собрали сами масштабную копию на свое усмотрение из набора для самостоятельной сборки AVD Models. И начнем мы с обзора классического КамАЗа с полуприцепом ADAS. Это уже новодельный Elecon, но все же довольно старая масштабная копия, покупал ее более 5 лет назад, и у этого сидельного тягача изначально кабина была красного цвета, но она была настолько отвратительно покрашена, что решил эту модель привести в более нормальный вид. И так как у меня в коллекции уже были сидельные тягачи КамАЗ от Elecon с кабиной красного цвета, решил покрасить ее в другой вариант. Кабина теперь салатовая, и нижнюю часть окрасил белой краской. Прицеп без каких-либо изменений, за исключением того, что поставил другие покрышки, и данную резину я взял с одной модели ZIL от Автоистория. Это покрышки EN142B, и они отлично садятся на эликоновские колеса. И что мне всегда нравилось у этих моделей — подрессоренная подвеска. И она выглядит довольно реалистично. Также заменил шток, чтобы этот полуприцеп можно было цеплять к более современным тягачам, потому что у эликоновских моделей на седле очень большое отверстие, а на других машинах от Автоистории, от ССМ отверстие маленькое, и просто без доработок этот полуприцеп не встанет на современный сидельный тягач. Также заменил задние фонари. Это детали от Maestro Models. Прозрачный фонарик красного цвета, и пластик окрашен в массе, поэтому пришлось сверху окрасить оранжевой краской поворотники, но они все равно сливаются с общей деталью. И также у этого полуприцепа откидывается задний борт, и так как это новодельная модель, у нее боковые борта статичны. А на самых ранних моделях от Elecon открывалась тоже центральная часть. И довольно интересный нарядный окрас самого бортового полуприцепа. И давайте рассмотрим сидельный тягач. И на данную модель я тоже поставил покрышки от машины из коробочки Автоистория. И у этого новодельного экземпляра уже доработана решетка радиатора со сквозными отверстиями. На самых ранних моделях от Elecon решетка была очень примитивная, и вместе с нею были отлиты фары. Они на данной модели уже в виде прозрачных элементов, и также в бампере добавили поворотники. На самых ранних моделях от Elecon они были просто нарисованы желтой краской и окрасили стеклоочистители, но это не сильно улучшило вид масштабной копии, потому что детали все равно смотрятся очень примитивно по современным меркам. Тоже подрессоренная подвеска, очень просто сделана ходовая часть, проработка рамы лучше на полноприводных КамАЗах. И покажу вам другие сидельные тягачи, которые есть у меня. Например, в коллекции есть похожий автомобиль, только с добавленным обтекателем, и как раз первая модель была покрашена в точно такой же цвет. И на этот сидельный тягач я уже поставил покрышки из набора АВД дополнения. Они чуть лучше в плане детализации, чем та резина, которая устанавливалась на автомобиле от Автоистории, а больше каких-либо доработок на этом грузовичке я не делал. Точно такая же решетка радиатора, точно такие же стеклоочистители, только на этой модели они не обозначены. Ну и, естественно, тут окрасили желтой краской габаритные огни и поворотники, но так как я перекрашивал кабину, этих элементов я не раскрашивал. Возможно, потом сделаю небольшую доработку. Нужно будет только подобрать подходящую краску желтого цвета. И этот сидельный тягач поставлялся
с полуприцепом-контейнеровозом. Тоже вполне интересная масштабная копия, и такой полуприцеп также встречался в сцепке с сидельным тягачом «Урал». Контейнер тоже более-менее нормальный, но в плане детализации он уступает аналогу от автоистории Startskill Models. И у этого полуприцепа уже не рабочая балансирная тележка. И вот так смотрится сцепка. И у меня есть еще один полуприцеп ADAS бортовой красного цвета. Его тоже можно сцепить с КАМАЗом. Правда, эти полуприцепы без тента. Третий вариант у меня с синим тентом, и на нем надпись Softrans. Он как раз от следующего сидельного тягача, который я вам покажу. Давайте уберем эту модель и покажу вам третий сидельный тягач. У него кабина чуть ярче, и также там по печатью нанесли значки Softrans и отличается обтекатель. Тут он из металла и установлен на пластиковые кронштейны. На мой взгляд, это самая симпатичная масштабная копия, и на нее я поставил шоссейные покрышки и также харьковские диски. Правда, они без доработок не встают на оригинальную ось, поэтому я сюда поставил более тонкие оси, чтобы не портить оригинальные, и всегда можно вернуть эту модель в первозданный вид. И также добавил выхлопную трубу, потому что изначально на этом грузовике она отсутствовала. Тоже вполне хорошая масштабная копия, и она поставляется вот с таким полуприцепом. И на полуприцеп тоже поставил харьковскую резину и колесные диски и заменил задние фонари. И получается тоже очень красивая сцепка. И давайте покажу вам более современные КАМАЗы, которые есть в моей коллекции. Их, повторюсь, не так много, но все же кое-что мне удалось собрать. И эти модели я начал собирать не так давно, поэтому брал только те автомобили, которые визуально мне нравились. И, возможно, когда у автоистории выйдет еще какой-нибудь современный тягач, тоже рассмотрю его к приобретению. Но вот такой грузовичок с синей кабиной — это одна из неудачных моделей из современных КАМАЗов из моей коллекции, потому что она очень некачественно покрашена. И очень много мусора в лакокрасочном покрытии, различных подтеков, и есть ореолы более темного оттенка. И на этот грузовик я установил регистрационные номерные знаки. И видеоролики по данным элементам я тоже выкладывал на канале. Кому интересно, можете посмотреть, что это за дополнение, сколько они стоят и какие варианты есть на рынке. И у этой модели откидывается кабина, вполне хорошая проработка моторного отсека. Также мне понравились колесные диски и вполне хорошие покрышки. Правда, все очень хлипкое, и даже несмотря на то, что у этого сидельного тягача металлическая рама, кажется, как будто это пластиковая модель, потому что она особо ничего не весит. Ну и фишка всех костромских моделей — это криво установленное рулевое колесо. И его подправить без разборки и, скорее всего, поломки кабины будет невозможно, потому что все обильно пролито клеем. И этот сидельный тягач продавался без полуприцепа, но могу показать, как он будет выглядеть с самосвальным полуприцепом МАЗ от автоистории. И эта масштабная копия отлично сочетается с тягачом КАМАЗ. И тоже тут поднимается полуприцеп, но опять же он не фиксируется, шток просто выскакивает. Но вот такое китайское качество сборки. И уже стало каким-то мейнстримом, когда я показываю масштабные копии, у них постоянно что-то отлетает. Это, ребята, не специально, просто так получается. Но вот такое китайское качество. И мне, конечно, очень не хочется постоянно ремонтировать эти модели после видеообзора, но ничего не поделаешь. И, конечно, раньше модели делали намного качественнее. А сейчас, видимо, и сырье плохое, и клеевый состав, который со временем теряет свои клеющие свойства, ну и так далее, и так далее. И могу показать, как этот сидельный тягач будет выглядеть с
полуприцепом от Элигор. Вот это хорошая масштабная копия, она очень тяжелая, металлическая рама, металлический кузов. Правда, она довольно дорогая. И такой полуприцеп продается за 75 евро. Это в 4 раза дороже, чем аналог от Автоистории. Тоже получается вполне хорошая сцепка. Можно добавить обтекатель на крышу сидельному тягачу, можно установить желтые маячки, можно поставить кондиционер. И я вам показывал модель кондиционера специально для установки на различные современные тягачи. Тоже можете поискать старый видеоролик на моем канале. И могу вам показать, как этот современный сидельный тягач будет смотреться с полуприцепом ADAS от Elecon. И, кстати, тоже получается вполне хорошая сцепка. Но, опять же, еще раз повторюсь, полуприцеп подходит к данному сидельному тягачу, потому что доработал шток. Если он оригинальный, то попросту не влезет в сцепное устройство. И можно в кузов положить различные аксессуары, плиты, можно также положить щебенку или что-то другое, что обычно эти грузовики перевозят. И давайте покажу вам следующий. Более современный сидельный тягач с кабиной синего цвета. Эта модель уже более симпатичная и лучше в плане покраски и сборки. Тоже установил регистрационные номерные знаки, больше каких-то улучшений на этом грузовичке я не делал. Тут уже изначально стоят маячки желтого цвета. И тоже вот костромские модели вполне хорошие, и они нормально детализированы, но все портят низкосортные материалы, из которых эти экземпляры сделаны. Пластик очень хлипкий, не держит свою форму, и детали из-за того, что очень тонкие, они постоянно ломаются, если вы небережно их распаковываете. И, кстати, из-за того, что у этих грузовиков не совсем продуманная упаковка, многие образцы приходят со сломанными деталями. Рама хорошо проработана, есть отверстие для закрепления автомобиля к подиуму и тоже довольно симпатичный синий цвет. Могу вам показать, как этот грузовик будет смотреться с самосвальным полуприцепом. И у меня в коллекции есть еще один такой прицеп, только немножко другого оттенка. И та масштабная копия была в коробочке Premium Classics, и она продавалась с сидельным тягачом Lias. Тоже делал на ту модель детальный видеообзор. Но тоже получается довольно симпатично. И могу вам показать, как этот сидельный тягач будет выглядеть с самосвальным полуприцепом от Элигор. И из-за того, что у Элигора белый цвет, эта машина подходит хорошо к любым кабинам. К синей, к желтой, красной, к белой и так далее. Следующий сидельный тягач — это уже военный грузовик. Тоже довольно необычный и интересный. Поставил черные регистрационные номерные знаки. И эту модель я покупал без полуприцепа, хотя был вариант с огромным тралом для перевозки гусеничной техники. Правда, он шел в коробочке Start Scale Models. И особых отличий между моделями я не обнаружил, поэтому не стал брать более дорогостоящий вариант. И тем более у меня такой трал есть вместе с набором МАЗ-537. И ту модель я тоже как-нибудь покажу в одном из видеообзоров. Вполне хорошая покраска. И такую модель помимо Автоистории и ССМ больше серийно никто и не производил. Были мелкие мастерские, но у них в основном автомобили были сделаны на базе старой кабины Elecon, просто доработки, и они стоят намного дороже, чем это вполне неплохое изделие. Ну, к нему просто нечего цеплять, потому что очень высоко стоит сцепное устройство. Давайте его поставим вот так, чтобы он нам не мешал. И покажу вам трехосник с кабиной желтого цвета. И кабина точно такая же, как на предыдущем грузовике синего цвета, а только изменена рама.
И много унифицированных деталей. Точно такие же колесные диски, точно такие же покрышки. Тоже откидывается кабина, хорошо проработан моторный отсек. Салон у них не окрашен. И опять же, если делать доработку, окрашивать сиденье, приходится разбирать кабину. И зачастую не всегда получается сохранить детали, потому что они всегда вклеены. Вам повезет, если они будут болтаться и попросту отвалятся, когда вы будете разбирать модель. Но если все вклеено, лучше не пытайтесь дорабатывать грузовик, потому что вы можете повредить лакокрасочное покрытие, и тогда уже придется перекрашивать автомобиль. И опять же могу показать, как этот сидельный тягач смотрится с самосвальным полуприцепом. И, возможно, этот полуприцеп не самый удачный для этой сцепки, потому что угол поворота будет не такой большой. Но в данном случае не задевает рама за опоры, но бывали случаи, когда этот полуприцеп нельзя было установить на сидельный тягач. И покажу вам, например, как он будет смотреться с моделью от Eligor. И опять же, Eligor не встает в сцепное устройство, потому что у него другой шток, и если делать сцепку, вам нужно подпиливать эту деталь или как-то видоизменять седло. Ну, можно просто его прислонить, и если вы модель не катаете по столу, она тоже будет смотреться нормально. И, кстати, у модели от Eligor тоже откидывается задний борт. Он пластиковый. И у меня в коллекции есть еще одна такая модель, только трехосник. А этот экземпляр довольно интересный. Вместо третьей оси место для установки запасного колеса. И покажу вам два оставшихся сидельных тягача. Первый в зеленом цвете, вариант iTeco, тоже вполне симпатичная масштабная копия. И на этот сидельный тягач был большой ажиотаж. И мне повезло, бронь сработала, и получил заветную модель в коллекцию. И, кстати, она более-менее нормальная в плане покраски и сборки, хотя тоже встречаются небольшие дефекты. Но они не столь существенны. Вот так выглядит моторный отсек. Тоже довольно легкая модель, очень много пластиковых деталей. И эта машина шла в комплекте с полуприцепом Nefas. Тоже очень симпатичный, зеленого цвета. И потом впоследствии такой полуприцеп можно было приобрести отдельно, но уже не стал покупать его в свою коллекцию, потому что до этого еще купил белый КамАЗ в коробочке Start-Scale Models с точно таким же полуприцепом полностью белого цвета. Тоже получается очень симпатичная сцепка. И это одна из самых удачных моделей прицепного состава от автоистории-Start-Scale Models. По уровню проработки она не намного хуже, чем вариант от Eligor. Но, на мой взгляд, конечно, уступает полуприцепу Kron от Mini Champs. И тоже довольно тяжелая, потому что у этого полуприцепа металлическая нижняя часть. И покажу вам последний КамАЗ. Один из самых симпатичных, потому что у него окрашен салон. И это тоже более-менее нормальная модель в плане качества покраски и сборки. Тоже откидывается кабина. И у меня также есть в коллекции похожий КамАЗ, только в виде набора для самостоятельной сборки. Я тоже показывал ту модель, но ее, скорее всего, оставлю для истории и не буду собирать, потому что там изделие полностью из эпоксидной смолы. Уровень проработки немножко лучше, но модель более хрупкая. Так выглядит нижняя часть. И покажу, как этот сидельный тягач будет смотреться с белым полуприцепом. Этот полуприцеп, кроме цвета, ничем не отличается от предыдущего в белом цвете. Это тоже очень нарядный грузовик. При желании вы можете заказать подходящие декали с наименованием транспортной компании. Возможно, кто-то захочет оставить такой грузовик в первозданном белом виде. И пишите ваши комментарии, какой из показанных мною сидельных тягачей вам понравился больше всего. Какие КамАЗы есть у вас, что вы думаете о костромских изделиях. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте
забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!